Я приветствую вас, представители знака зодиака Рак. Таро расклад, поворот событий. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 марта. Давайте узнаем, что будет меняться. А возможно, это будет та реальность, которая изменит вас. И будем добрее, милосерднее к самим себе. Не стоит загонять себя в угол, если то, что мы слышим или видим, никак не вписывается в наши планы. И это не означает, что мы их не сможем осуществить. Это лишь означает, что нам внести нужно некоторую коррекцию в задуманное и адаптироваться к тем переменам, к тем событиям, которые происходят вокруг нас. Учитывать, иными словами, ту реальность нам приходится, раз мы с вами проживаем в эпоху перемен. Итак, события ближайшего будущего, ближайшего времени. Что же будет меняться? Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды. Первая — это у нас Оракул, Ленорман. Мы достанем 4 карты. События ближайших дней. И останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и, глядя на метафору карт, какие-то подсказки все же вы получите. С чем это связано? События ближайшего времени, ближайших дней? Или какая сфера жизни выходит на первый план, чем вам придется заниматься, чему уделять внимание? Ближайшие события для вас с 20 по 31 марта, до конца марта. И на колоде Таро дополним значение. Поворот событий. Возможно, это какая-то информация, или вы сами захотите что-то передумать, переиграть в каком-то контексте, или какая сфера жизни этот поворот и будет означать. От чего вы откажетесь, или вам придется, как раз переиграть, перестроить, переформатировать. Следующая карта, что нужно, важно услышать, что вам помогает, или что нужно не пропустить, что нужно принять во внимание. Сфера ваших достижений, денег, у кого-то учеба, у кого-то документы, любовь и личная жизнь. И карту совет достанем, которую откроем в самом конце. Давайте будем узнавать события будущего. Собака, дружба какая-то, очень добрая карта. И это продолжение отношений, продолжение дружбы. Может быть, и с учетом какой-то реальности или новостей вы будете, некоторым образом перестраивать вашу дружбу или взаимоотношения с конкретным человеком. Но карта говорит о том, что как минимум один есть человек, который к вам относится искренне. Ведь это карта искренности и той дружбы, которая для нас значит очень много. Давайте откроем вторую карту. Звезды. Вы знаете, тут, конечно, это дружба, которая может быть продолжена на долгий период времени. По крайней мере, это вы что-то хотите продолжать. Я не исключаю, что и с вами кто-то хочет продолжать. Но по аркану звезды – это наши планы, намерения и цели. И с одной стороны, и есть победа. Если мы немножко про нумерологию 6, это всегда перемены, которые именно ведут к тому, что мы в прежний период жизни что-то сделали не просто так. И теперь вот эту победу мы получаем и можем себя похвалить. Но это не просто один момент. Эту победу где-то нужно удерживать и соотнести с теми намерениями и целями, которые мы хотим достичь. Потому что 16 у нас в левом верхнем углу число находится. Если мы соединим, это 7. 7 – это символ духовности. Это как своеобразный грааль, который мы ищем, или пусть это наши достижения. Но это всегда по аркану звезды далекий период. С одной стороны, аркан обещает нам рост вашей популярности, безусловно, возможности. И говорит аркан: сияйте, как звезда. Или, может быть, это те отношения, которые не просто на данный период времени собака выпала, а те, которые лет на 10-20. Вы можете, как и со своим партнером по личной жизни, с вашим другом, подругой, строить планы на будущее. Вы можете и сами определяться, будете вы продолжать какую-то дружбу или отношения или нет.
Вы можете отталкиваться в этот период как раз от того, что вы выбираете партнеров. Партнеров по бизнесу, партнеров, может быть, по творчеству, может быть, вы меценатов хотели бы для себя и для людей творческих. Это очень важно, найти того человека, кто откликается на мои проекты. Тогда это тоже своеобразный поиск может быть. Или по личной жизни с вашим супругом или супругой вместе, опять же, строите планы на будущее. И очень часто эта карта звезды может говорить о смене места жительства, смене работы или новом направлении в творчестве, в работе, в бизнесе, потому что мы что-то добавляем. Вот эту победу, с одной стороны, сохраняем, а с другой стороны, адаптируем к той ситуации, которая существует. Очень добрые две карты, которые предвещают, как и приятный этап в эти 10 дней или какое-то взаимовыгодное партнерство, дружбу, общение, так и продолжение на долгий период времени. Давайте события ближайшего будущего. Но, видимо, что-то решать все же придется, да? Не случайно аркан тучи. Это может быть как временная ссора или недопонимание даже с тем человеком, которого вы или вам казалось, вы знаете очень хорошо. Может быть, и внешние события нам тоже некоторые облака создают, но ведь эта карта о чем? Солнце вот за этими тучами, мы можем его не видеть. Мы можем думать, ну прямо все рушится, или сейчас как какой-то тупик, а на самом деле выглянет солнце и все станет на свои места. Некоторая неуверенность ваша, она должна быть устранена, но это значит, что нужно быть и искренним самим собой, но и одновременно быть добрым к самому себе в первую очередь, быть добрым другом самой своей собственной душе, мои дорогие. Это ведь тоже очень важно, потому что тучи у нас это как трефы или это, назовем это жезлы, если переведем на аркан Таро, и это наши дела. Дела, работа, бизнес, деньги. Поэтому, по сути дела, это наша реальность и какие-то достижения. Может быть, у кого-то достижения, которые будут сопряжены с обучением новым, а у кого-то денежная составляющая или какие-то важные документы, проекты. Тут может быть торможение. Ну, действительно. И я должна сказать, ретроградная Венера, которая по 13 апреля будет еще нас сопровождать, нам возвращает некоторые задачи, темы, взаимоотношения, с которыми мы должны, может быть, определиться. Здесь в нашу жизнь могут вернуться люди, которые прежде, кстати, были нам друзьями или были с ними контакты, но по каким-то причинам это расстроилось. Или человек буквально исчез из зоны нашей видимости, расторглись какие-то контракты, и здесь они могут вернуться, как и по работе. А также это может происходить и по личной жизни. И значит, какая-то сумятица, она должна быть устранена. И вот этот аркан тучи, он и говорит, даже если ты видишь сейчас, пусть в негативном свете, на самом деле дела обстоят совершенно по-другому. Я так вижу, что у вас, мои дорогие, какое-то продолжение, причем очень доброе такое, знаете, победоносное следует. Но на данный период времени, на данный этап вы можете не видеть вот это солнце сквозь тучи. Давайте события. Ну, выбор, может быть, и правда предстоит делать в сторону собственного солнца. С чем-то определяться. Направо мы идем или налево. Что мы продолжаем, а что мы не хотим продолжить. Это для вас будет сразу означать, когда вы с чем-то определитесь, больше ясности и определенности. Хотя, и с другой стороны, карта говорит, хорошо, ты, понятно, вот эта развилка, мы уже дошли, как вот этот столб, да или нет. Одновременно направо-налево мы не пойдем. Но даже избрав какой-то путь налево, допустим, да, или направо, мы от чего-то другого откажемся, раз. И нам придется продолжать, когда мы еще пока не видим конечной точки маршрута, и поэтому аккуратные действия, они предполагаются. И может быть вот именно этот момент по части денег, когда вы определяете для себя новую стратегию вашего бизнеса или откуда вы будете получать средства. Может быть, это как профессиональная деятельность и дополнительный доход. Или это история вашей семьи, вашей пары. Тогда куда идут наши отношения? Но бубны – это реальность, пентакли. Поэтому, по сути, это благополучие. Какие-то очень важные темы
вы должны для себя самого или самой прояснить однозначно, устранить вот эту путаницу или двойственность. Мы не можем быть в подвешенном состоянии до бесконечности, и поэтому определяться, с одной стороны, тут и пространство постепенно, шаг за шагом, вам может помогать увидеть обстоятельства жизни в другом ракурсе. Но с другой стороны, и мы сами должны принять эту реальность беспристрастно. Вот то, что есть на самом деле. И еще какое-то искусство мелких шагов все же, по крайней мере, в этот период до конца марта следует продолжать. Давайте узнаем поворот событий, какой сферы жизни это касается. Вы знаете, тут может быть сразу все сферы жизни. Если мы говорим сфера работы, денег, достижения, ну и личная жизнь. Каким-то образом это перемежается или соединяется, и у вас прекрасный старший аркан, колесница. Это карта перемен. И очень символично вот эти звезды и число 7, то, что я говорила. Но, может быть, вы как искатель Грааля. Значит, с одной стороны, свои цели и намерения мы сохраняем. Но, скорее всего, вам придется ее переложить на новую реальность. И это может означать изменение законов, изменение ваших планов, потому что, вы слышите какие-то новости, или у вас создается в этот период времени какой-то удобный момент, ведь эта карта, по сути дела, Виктория, победа, очень символично, опять же, Виктория, победа, это число 6. А 7 – это, по сути дела, вот эти перемены, о которых мы говорили, которые будут продолжаться еще лет 10-20. Поэтому держать руку на пульсе определенно стоит. Но если мы говорим поворот событий, это карта успеха и одновременно перемен. Поэтому тут действительно какие-то судьбоносные могут быть как и решения, так и внешние события, как перемены. И у каждого по-своему. Но когда выпадает этот аркан, это сила желаний, когда мы что-то передумали, переиграли, и когда мы не ставим перед собой жестких рамок или не устанавливаем какого-то табу. Аркан колесницы нам всегда говорит: не оглядывайся назад, вам отсюда только вперед. Поэтому перезагрузка и трансформация, но та, которая вам нравится, это очень добрый старший аркан и добрые перемены. Мы можем быть чем-то воодушевлены, словно этот ангел, который изображен на колеснице, он свободно расправил руки, и ему нравятся эти перемены. Поэтому с оптимизмом смотрите в будущее. И я должна сказать, астрологически, мои дорогие, для вас очень хороший период начинается. Шаг за шагом вы как будто приближаетесь. Но и астрологически тоже мы постепенно завершаем период большой ретроградности. Это не только Венеры касается. И Юпитер в вашем знаке зодиака будет летом. Это на целый год. Это на первый дом гороскопа. Это вы и ваша личность. Это ваше как новое «я». А Юпитер, как известно, это планета подарков, или когда мы можем по максимуму что-то осуществить. Это будет продолжаться практически на год, с заходом на 26-й год, и далее с 26 по 27 Юпитер просто перейдет во второй дом вашего гороскопа, а второй дом – это финансы и деньги. Поэтому берите как минимум ракурс на 2 года, что для вас в приоритете, какая сила желаний в вас проигрывается или что вы хотите осуществить. Мои дорогие, не наступайте на горло собственной песни. И уже какие-то добрые события происходят в эти 10 дней. И здесь они могут совмещать все сферы жизни. Или одна какая-то сфера может быть по части именно партнерства. Будь то личного, будь то профессионального. Она у вас определяется и будет для вас иметь значение на долгий период времени. Но тогда и остальные сферы жизни, они словно тоже подтянутся. Новое качество жизни, практически на пороге, и счастливые перемены. От чего вы откажетесь или вам придется переиграть, передумать? Вот действительно, это карта реальности. Рыцарь мечей. Мы выбираем новое направление. И это не значит, что мы каким-то образом риски или мы создаем какую-то конфликтность. Нет, это та реальность, которая присутствует в нашей душе. Мы в конце концов понимаем, что, к примеру, мы шли не туда. Или мы окончательно видим эту реальность, вот действительно, что происходит.
Мы сами себя где-то осознаем по-другому в этой реальности и понимаем, что да, есть пункты в нашей жизни, что точно не будет служить нашему прогрессу. И мы уже по этой карте мы это не хотим продолжать. Нам помогает именно истина. Вот есть какая-то правда, и у каждого она своя. И значит, вы что-то будете завершать, и одновременно продолжение следует только в том контексте, чему вы доверяете, или то, что надежно, то, что будет служить как и добрым переменам, так и вашему прогрессу, мои дорогие. Но это будет сопряжено с непростыми такими решениями, но вы можете почувствовать, знаете, как груз забот с ваших плеч. Может быть, и есть еще те темы, которые вам придется решать. Тогда эта карта говорит: оттолкнись от того, что есть в реальной жизни. Есть те темы, карта говорит, на которые ты не можешь закрыть глаза, и тебе нужно уделить этому внимание. И здесь у кого как чего касается. У кого-то это могут быть, как планы, ваши устремления или ваши достижения, цели, а у кого-то это будет проигрываться банально, может быть. Решить вопросы по здоровью, не додумывать самому, обратиться к врачу и разобраться, если есть недомогание в реальной жизни, хотя мы не рассматриваем с вами вопросы здоровья, но у кого это откликается, то здесь какой-то стопор, он должен быть завершен. Здесь опять же новое направление. Больше ясности, по сути дела, нам говорит эта карта, добавь в свою жизнь. И это значит, что ты увидишь эту реальность так, что, безусловно, само по себе где-то отпадает то, что ты, может быть, прежде представлял. Или, может быть, ты хранил какие-то надежды, а это было пустое ожидание. Вот, к примеру, и так. У кого-то это может проиграться по части и отношений, по части работы. Когда вы будете, допустим, одну какую-то сферу ваших достижений даже завершать и отдадите приоритет чему-то совершенно новому и более перспективному. Что нужно услышать, что вам помогает или чего вам нужно не пропустить? Ну, наверное, все то, что я говорила. Шикарная карта, девятка пентаклей или девятка земли. Земля имеется в виду успех, уверенность, счастье, мои дорогие. Причем в нашем благополучном, как и состоянии души, с одной стороны, но и в благополучном ведении дел, сложившейся реальности, об устройстве быта. И карта нам говорит буквально о процветании, изобилии, об успехе и о том, что мы счастливы, мои дорогие, мы никуда не торопимся. У вас, правда, могут быть какие-то важные темы, когда вы себе поставили план действий, и вы точно знаете, что вы хотите осуществить. Не бойтесь по этой карте ставить перед собой высокие цели. И пусть даже вам еще придется пройти какой-то вот этот путь искусством мелких шагов. Но это значит, корректируя планы, или когда вы готовы корректировать их долгий период времени, может быть, на протяжении 10 лет, то тогда конечная цель вами будет достигнута. Ведь это карта нового качества жизни. Вам помогает, когда вы делаете что-то наверняка. И вам помогает, когда вас окружают надежные люди. Но вместе с тем предыдущая карта говорит, и есть все же то, что не может быть продолжено. Поэтому будьте реалистами. У вас два прекрасных аркана, а в середине вот этот рыцарь мечей. И это могут быть сложные эмоции, когда мы с чем-то не согласны. Но примите еще во внимание, что существует определенная реальность. И значит, себя адаптировать, возможно, вам и придется. Но на кону как и ваше счастье, ваша победа, процветание, так и счастливые перемены. Ваши достижения, профессиональная деятельность, обучение или деньги. Вот тройка жезлов – это карта будущее. И это карта, когда мы должны быть, безусловно, объективны и, с другой стороны, расширить зоны нашего влияния. Или мы должны увидеть новые возможности. Это как мы расширяем горизонты наши собственные. Поэтому будьте внимательны. А еще это карта визуализация. Так вот, визуализация в нашей жизни очень важна. Мы часто слышим это слово, не всегда понимаем, что оно означает. А я хочу сказать, что если мы себя словно можем представить в каком-то месте, или вот пусть это будет конечная
цель или итог. Мы можем себя увидеть, где мы находимся, что мы в этот момент чувствуем, как обустроен наш быт в каких-то даже мелочах, или как обустроена наша работа, или наше в чем-то участие. Поверьте, это для нас прокладывают как наиболее правильный фарватер осуществления задуманного. Или когда мы словно из будущего себе можем подать руку помощи. Поэтому я говорила, не наступайте на горло собственной песни. Казалось бы, маленький период, 10 дней, но очень значимый для вас. Поэтому не оглядывайтесь назад. Вверху карта колесница. А то, что я сказала, подтверждает по вашим достижениям, обучением, каким-то новым способом заработка. Все же жезл – это дела, работа, бизнес и ваши финансовые достижения. Может быть, это переезды, мои дорогие, или вы хотите оформить документы, связанные с переездом. Может быть, вы хотите переехать, я говорила тоже об этом, куда-то далеко, или сами, или с вашей семьей, или в целом сфера ваших достижений. Может эта карта означать, вы чувствуете в этот период, что да, мой успех или раскрытие моих талантов, оно может быть в определенной местности, но не в той точке, где я нахожусь сейчас. Поэтому и невозможное возможно, если вы в это верите. У вас все может сложиться более чем благополучно, и шаг за шагом перед вами будут открываться такие возможности, если вы сами выходите им навстречу. Давайте сферу любви посмотрим. Очень часто по этой карте идут наши близкие, буквально супруги, и мы переложим в целом на благополучную карту, которая освещает, в принципе, как супружескую жизнь. Хоть у нас и выпала королева, но не будем привязываться к карте именно по полу. Это надежные люди, это где-то символ собаки, да, имеется в виду по арканам Ленорман. И королева Пентаклей – это та, которая умеет из любого хаоса создать порядок. Это та, которая умеет отстроить свое благополучие даже с нуля. Это та, которая олицетворяет зрелое и безмятежное присутствие, формирующее пространство вокруг себя. Вот именно не поднимая шума, она подбирает, как и себе, окружение, но и мягко воздействует на своих близких, одновременно решая вопросы по финансам, если это необходимо, вопросы ее быта. Вот такая очень многогранная, емкая карта, которая по личной жизни может и означать такого человека. Опять же, вопросы партнерства, надежных людей, кому вы можете доверять, или обустройство вашего быта. По этой карте проходят добрые люди и, безусловно, в первую очередь практики, ну и тем, кому мы доверяем. Карта совет, давайте узнаем. Баланс, мои дорогие. И нам показана девочка, которая идет по тоненькой жердочке. Она намеревается приблизиться к этой бабочке. И это она себе построила как какую-то игру. Поэтому не относись к чему-то слишком серьезно. Тогда, если ты допускаешь, что наша жизнь – это игра, тогда нам легче с чем-то прощаться, то, что не может быть продолжено. Но вот, наверное, как мы с вами говорили по аркану звезды и аркану колесница, вот эта цель, конечный итог, который вы видите, несмотря на то, что пока вы делаете первые шаги, может быть, робко, в новом направлении, где-то олицетворяет вот эту самую жердочку. Нужно держать баланс, может быть, и с кем-то договариваться, но держать в фокусе внимания ваши приоритеты. И если вы точно поставили перед собой намерение что-то осуществить, пусть с какими-то новыми вариациями или с новой реальностью, мои дорогие, но у вас получится пройти вот этот какой-то путь, который перед вами откроет совершенно новые возможности. Но держать баланс может быть как эмоциональный, так и буквально принимая, что есть внешние события, обстоятельства, которые мы не можем изменить. Но так или иначе они на нас воздействуют, они формируют новую реальность. Но для вас это может быть очень важный какой-то поворот событий, такой знаменательный, когда вы сделаете свой выбор в правильном направлении. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.